Здравствуйте, друзья! С вами я, Александра Миллер, и канал Вкусняшка от Еда-Диетс.ру. В этом видео пирожки на кефире с картошкой и творогом, испеченные в духовке. Вам нравятся пирожки на кефире? Не могу не согласиться, выпечка на кефире всегда имеет приятный, слегка кисловатый вкус и тонкий аромат. На этот раз сделаем дрожжевые пирожки с картошкой и сыром, вернее с творогом. Начинка будет слегка соленая, так делают настоящие печеные пирожки с картошкой и творогом или сыром на западе Украины. Рецепт начинки когда-то привезла моя родная тетя, которая работала после окончания института на одном из больших хлебокомбинатов. Первым делом надо активировать прессованные дрожжи. Разведите дрожжи в теплом молоке, добавьте щепотку соли, чайную ложку сахара и пару столовых ложек муки. Поставьте дрожжевую болтушку в теплое место на 10-20 минут, пусть дрожжи разбродятся. Приступим к замесу теста для пирожков с картошкой и творогом. Тесто будет безопарное, выбраживаться оно будет довольно быстро. Как правило, дрожжевое тесто, которое готовится быстро и без опары, подлипает к рукам. Клейковина не успевает хорошо набухнуть, дрожжам выделяет маловато времени для ферментации. Поэтому надо чем-то компенсировать это подлипание из-за недостаточной ферментации и набухания клейковины. Для большей эластичности добавим растительное масло без запаха, а также во время замеса немного отобьем тесто, чтобы клейковина расслабилась и лучше набухла. Дрожжевое тесто для пирожков с картошкой и творогом или сыром замешано. Отправим его на брожение примерно на 1 час в теплое место. Время вышло, надо сделать обминку и снова отправить тесто на брожение, чтобы оно поднялось и увеличилось в объеме минимум в 2 раза. Пока дрожжевое тесто, приготовленное безопасным способом, бродит, сделаем начинку для пирожков. У меня заранее приготовлена отваренная картошка. Также я приготовила свежий жирный домашний творог или сыр. Смешаем картофель и творог в соотношении 2 части картофеля, 1 часть творога. Посолим начинку по вкусу. Начинка из картофеля и творога для таких пирожков должна быть слегка солоноватой. Она придаст пирожкам очень приятный вкус. Тесто для пирожков готово, приступим к разделке и формовке. Разделите тесто на 2 части, раскатайте каждую в виде колбаски и с помощью ножа сформируйте небольшие кусочки теста весом 60 грамм для каждого пирожка.
Раскатайте лепешки для пирожков с двух сторон, чтобы поверхность пирожка после выпечки была гладкой и красивой. На каждый пирожок я обычно беру примерно 80 граммов начинки. Вы можете положить столько, сколько вам нравится. Сформованные пирожки отправим на расстойку в теплое место примерно на 40 минут 1 час. Приготовим яичную воду для смазывания поверхности наших пирожков. Яичный желток разведите с 2 столовыми ложками молока или воды и с помощью кисточки смажьте поверхность каждого пирожка. Теперь надо дать поверхности пирожков немного подсохнуть и затем отправить в разогретую духовку выпекаться при температуре 170-180 градусов Цельсия. Дрожжевые пирожки на кефире с картошкой и творогом готовы. Им надо дать остыть и можно подавать к столу. Посмотрите, какие они мягкие, румяные. Это чудесная, при этом совершенно простая выпечка. Дрожжевое тесто с очень приятным тонким вкусом из-за добавления кефира. Подробный рецепт, как приготовить такое дрожжевое тесто, начинку и пирожки вы найдете в описании под видео. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, делитесь этим видео в соцсетях, чтобы и другие ценители дрожжевой выпечки смогли воспользоваться этим рецептом. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы быть в курсе моих кулинарных историй. Пока-пока, скоро увидимся!